К сожалению, не только прекрасные горные виды в XIX – начале XX веков создавали в этой местности потоки туристов. Люди приезжали сюда лечить в теплых источниках свои недуги. Заболевания почек, позвоночника, бесплодие. Ванны с горячей водой, подпитываемые надеждой и показаниями докторов, лечили пораженные органы и поддерживали спины. Позже, с развитием медицины и изобретением лекарственных препаратов, термальные источники стало посещать все меньше и меньше клиентов. Нерентабельные заведения позакрывали. В их числе оказались и эти прекрасные ванны, о которых мы сегодня вам расскажем. Привет, друзья! С вами Ксения Хаунт и Гера, и проект об исследованиях заброшенных мест Follow the Ghosts. Сегодня мы с вами отправимся во Францию, чтобы посетить небольшой горный городок, когда-то полный приезжих богатых господ, а сейчас загибающийся от их отсутствия. Многие заведения, дававшие ему жизнь, закрыты уже несколько десятилетий. И кто знает, откроются ли вновь, и если да, то в каком формате. А начнем мы знакомство с основного виновника произошедшего – термального источника, благодаря которому жизнь в маленьком городе перевернулась. Мы попадаем внутрь сквозь какие-то катакомбы, заполненные старыми ржавыми трубами, по которым раньше подавали воду. На полу смесь из песка и скопившейся здесь за годы простоя грязи. Но сначала ты не видишь этого, только чувствуешь, как ноги увязают в чем-то мягком. Отходишь от узкого входа в кромешный мрак, включаешь фонарик, протискиваешься между труб и идешь в единственном возможном направлении. И начинаешь слышать странные звуки. То нарастая, то затихая, бурлит сквозь прорванные трубы источник с целебной водой, из-за которого более 100 лет назад и построили это заброшенное ныне здание. Звук разносится по пустым помещениям, делающим его еще более зловещим. Вот под такую музыку мы и познакомились с бывшими термами. Катакомбы привели нас к спускающейся в главный зал и покрытой наростами из микроэлементов и организмов лестнице. Они сформировали на ступеньках неровный слой, толщиной в среднем в 10 сантиметров, сверху покрытый скользкой пленкой. Мы внимательно следили за каждым шагом. Пространство снизу перед лестницей также покрывал нарост, но уже более жидкий, вероятно, подпитываемый водой из прорванного источника. Вязкая жижа сильно пачкала обувь, и потому пройти по ней для фотографирования источника нас совершенно не привлекало. Мы выбрали вариант посмотреть ванные комнаты, располагавшиеся вдоль стен зала, благо кто-то предусмотрительно постелил на пол перед ними листы фанеры. Каждая ванная комната состояла из двух частей – тамбура и части с массивной мраморной ванной. Где-то ванны были совершенно обычными и плоскими, где-то со множеством когда-то отходящих от них душевых шлангов или иных систем подачи воды.
По центру напротив лестницы располагалась дверь в приемный зал. Она нехотя и со скрипом открылась, добавив новый душераздирающий звук в окружающее пространство. Сразу за ней была старая стойка ресепшена, справа и слева от которой находились краны и раковины, где раньше любой желающий мог набрать в свою тару целебной воды. Зал, где принимали клиентов, был небольшим и имел округлую форму. Закончив осматривать этаж с ваннами, мы попытались подняться выше. Когда-то там располагались небольшие гостевые номера, сейчас же это были просто пустые грязные помещения. Смотреть их было неинтересно. Мрак катакомб расступился от включенного на телефоне фонарика. Впереди маячила узкая полоска света, через которую мы вылезли на свежий воздух. Оглядев друг друга, пришли к выводу, что наша одежда срочно нуждается в чистке. Что ж, иногда цена посещения заброшенных мест бывает именно такой. Да, перепачкались мы тогда, конечно, знатно. Ну вот, теперь, когда у вас есть представление о том, как выглядел термальный источник, самое время послушать его историю. Давший начало этому прекрасному зданию источник был обнаружен в результате раскопок в первой половине XIX века. Его сразу же взяли на вооружение местные управляющие и владельцы уже существующих поблизости термальных комплексов. И в ближайшее время источник окружил начальный вариант проекта новых горячих ванн. Он представлял собой длинное сводчатое помещение с 11 комнатами, расположенными вокруг центрального коридора. Каждая комната была оборудована тяжелыми цементными ваннами, куда ложились пациенты. Вода из источника также стекала в один широкий резервуар, к которому больные приходили со своей тарой и зачерпывали воду для питья. Через 10 лет после открытия заведения один уважаемый в городе предприниматель и по совместительству масон, женатый на дочке владельца местных термальных комплексов, получает разрешение пристроить к зданию терм небольшой отель на несколько комнат. Отель и вправду получается слишком миниатюрным, но здорово меняет внешний вид здания. Теперь оно приобретает дополнительный верхний этаж и несколько новых окон на фасаде, а с номеров в основное помещение с ваннами теперь ведет широкая лестница. Спустя еще 30 лет меняется и помещение главного зала с лечебными комнатами. Точнее, вместо сводчатого потолка теперь появляется изящный стеклянный свод, а часть комнат получает дополнительное пространство для переодевания за счет внутренней пристройки в центральном коридоре. Последние изменения произошли здесь в начале 20 века. Тогда комплекс выкупила новая независимая компания, также занимающаяся горячими источниками в регионе. В здании проводится капитальная реставрация внутренних помещений, оборудования и фасада. Стены главного коридора облицовывает керамической плиткой, той самой, что вы видите на видео, а система подачи питьевой воды совершенствуется для большего удобства пациентов. Теперь целебную воду можно набирать из 2 установленных в приемном зале кранов. Заменяют и ванны. Новый век приносит новые технологии, и теперь здание становится оборудованным ваннами для массажа поясницы и ваннами с пульверизацией. С годами поток клиентов постепенно затихает, и здание терм окончательно закрывает свои двери в конце 70-х годов. Более 50 лет оно остается заброшенным. Внутри прорывает трубы, по которым бежала вода из источника, теперь неконтролируемая и разливающаяся по всему первому этажу. На лестнице и на полу образовывается толстый серо-зеленый нарост, довольно скользкий и в некоторых местах, регулярно подтапливаемых водой, довольно вязкий. Запах в помещении стоит очень сильный, и находиться там долго довольно сложно.
Но не только владельцы терм понесли убытки, когда целебные источники начали терять свою популярность. Вся инфраструктура города, рассчитанного на туристов, пошла по швам. Закрывались термы, закрывались рестораны, закрывались магазины и особенно закрывались отели. В этом городе есть сразу несколько заброшенных отелей, и один из них, самый большой и самый опасный, мы и хотели бы вам показать. Снаружи он напоминает здание, в котором долгие годы живут привидения, и никто не хочет туда заходить. Что ж, прошмыгнем через окружающие его кусты и зайдем внутрь. Пусть привидения сами испугаются нашего визита. Заброшенный отель застыл призраком своего былого величия прямо посреди небольшого городка. Подкосившаяся надпись на продажу была пробита вандалами. Фасад, выходивший на город, зарос деревьями и кустарниками. Пока мы протискивались через заросли, умудрились подцепить пару клещей. С другой стороны окна отеля выходили на горы и текущую снизу в ущелье речку. Наверное, было очень здорово засыпать и просыпаться под ее шум. Отель пострадал от вандализма и от естественных факторов. Где-то была навалена сломанная мебель, где-то уже нельзя было пройти из-за гниющего пола. Самым красивым и самым опасным оказался зал у входа, потолок в котором представлял собой разноцветное стекло. Как красиво, должно быть, здесь раньше падал свет. Теперь это все можно наблюдать только со стороны. Пол взбучился от сырости, несколько досок уже упало вниз, а кое-где на них вырос мох. Только широкая деревянная лестница, сердце и стержень этого здания, выглядела более-менее безопасно. Мы поднялись по ней, желая хоть немного глянуть, как раньше выглядели номера, сейчас оказавшиеся практически пустыми. Отель был четырехэтажным, с огромным и темным подвалом по всей площади. На первом этаже располагались залы и стойка ресепшена, а на 3 верхних – гостевые номера. К сожалению, из-за плохого состояния полов мы мало куда смогли попасть, в основном посмотрев только 1 и 2 этаж. Отель был похож на огромного грустного монстра, раненого в схватке с реальностью и вынужденного залезть в темную пещеру зализывать свои раны. Только вот раны с годами становились все хуже и хуже, в особенности благодаря невежественным неандертальцам, приходящим его добивать. Такие вот мысли про монстра родились в моей голове, когда мы посетили этот отель. По сравнению со всеми прочими зданиями в городе, он действительно выглядит просто огромным. И теперь самое время сказать пару слов о его истории. Почти целый век работы на полную мощность. Наверное, уже пора отдохнуть? Сколько богатых и важных персон повидал этот уставший фасад с разбитыми окнами в свое время. Люди, владевшие замками и фабриками, которые при желании могли позволить купить себе все, что угодно, кроме здоровья. Хотя его они пытались приобрести, приезжая в эти горные городки, где били ключом целебные минеральные источники. Надежда и последний шанс для отчаявшихся богачей. Отель заслуженно называли дворцом. Гостей, поднимающихся по высокой лестнице, встречали шикарные внутренние интерьеры приемных залов, потолки которых были выполнены из цветного стекла, в солнечную погоду создававших невероятную игру света. К сожалению, сейчас эти залы, самая красивая часть отеля, находятся в наиболее плачевном состоянии. Потолки и полы в них прогнили, кое-где уже обвалились.
а просачивающаяся с верхних этажей вода продолжает непрерывно капать на все новые и новые участки деревянного пола. Отель стал свидетелем расцвета и постепенного увядания методов лечения минеральными водами. Построенный в XIX веке, он отработал почти столетие, чтобы 50 лет назад навсегда захлопнуть свои двери в качестве принимающего гостей заведения. Потом здесь какое-то время еще размещалась школа, о чем свидетельствуют до сих пор стоящие здесь парты и стулья. Но это тоже уже было так давно. Здание сильно пострадало как и от вандализма, так и от естественных причин. Оставленный на попечение самому себе, отель проиграл в схватке с сильными дождями и ветрами и дал слабину. По его этажам стало опасно ходить. Если раньше его интерьеры восхищали и радовали глаз, то сейчас он абсолютно пуст, не считая некоторой переломанной вандалами мебели, так и оставшейся здесь за ненадобностью. Но у всего есть свой срок, и у этого отеля он истек. Прогуливаясь по этому отелю, где даже коридоры верхних этажей деформировались так, что напоминали волны, мы невольно ловили себя на мысли, что здесь уже больше ничего нельзя сделать. За годы простоя все прогнило настолько, что легче будет снести здание и построить новое, чем пытаться что-либо восстановить. Вот такая очередная грустная история у нас получилась. Было довольно интересно и в то же время печально прогуливаться по городку, где от прошлой кипящей жизни осталось столько зданий-призраков. В этом городке живут в основном пожилые люди, но и их уже не так уж и много. Работы здесь нет, зато прекрасные виды на горы радуют глаз. Правда, есть и лучик света во всей этой истории. Говорят, что термы снова захотели возродить и уже потихоньку начинают реставрацию. Помните те листы фанеры на полу? Они появились там совсем недавно. Возможно, это будут всего лишь консервационные работы, чтобы не дать историческому зданию упасть в руины. Но поживем — увидим. В любом случае, пожелаем этому месту удачи и благодарных клиентов, если такое когда-либо будет возможно. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну и обязательно подписывайтесь, если вы еще не с нами. Будем исследовать заброшенные места вместе. А на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в следующих эпизодах. Пока!